Закончили мы с вами вязать первую полосу. Теперь будем вязать вторую. Снимаем маркер. И набираем не менее 20 петель. Так, на последнюю петлю опять ставим маркер. Опять за протяжки будем цепляться. Отсчитываем 19-ю петлю. 19. Значит, пряжу я расставила по порядку, как у меня будут идти цвета. Вот, сначала у меня будет голубой цвет, потом желтый, затем оранжевый и бордовый. Так, голубым цветом набираем 3 петли. Так, отставляем. Желтым набираем 5 петель. Оранжевым набираем 7 петель, а желтую тянем влево. Оранжевый отставляем и провязываем 4 желтых. Раньше мы с вами как соединяли? Два полотна. Заходили в петлю и заходили в петлю изнаночного ряда и соединяли. Вот так. И закрывали дальше. Но за счет этого соединения половина столбика, половина петли теряется. Вы, если хотите, вяжите так, как мы вязали раньше. То есть вот таким путем. Я сейчас буду экспериментировать. И буду вводить крючок не в петлю, вот в эту, а в петлю изнаночного ряда сзади, чтобы у меня эта петля осталась целой. Вот немного провяжу, посмотрю, что из этого получится.
И закрываем. Так, закрыли мы оранжевый. И оранжевый мы должны поставить над третьим столбиком. То есть провязать 4 петли. Так, оранжевый отставляем. Желтым. И желтый должны поставить над первым голубым. Так, первый ряд закончили. Второй ряд. 2 петли голубым цветом. 3 петли желтым. Семь оранжевым, желтую тянем влево. Оранжевую отставляем. 7 желтых. И тоже соединяю за петлю изнаночного ряда. Закрыли оранжевый. И оранжевый нам нужно поставить над вторым столбиком. Так, оранжевый отставляем. Желтый надо поставить над первым голубым. Так, закончили 2 ряда. Ну вот смотрите, даже здесь соединение намного интереснее получается. Ну, будем вязать дальше, посмотрим. Третий ряд. 1 петля голубая, 2 желтых. Пять оранжевых. Оранжевый отставляем. 10 желтых.
и одну петлю бордо. И соединяем за петлю изнаночного ряда. Так, протянули. И бордовую нужно поставить над первым желтым. Так, отставляем бордовый, закрываем желтый. Закрыли оранжевый, и оранжевый надо поставить над первым желтым. И провязываем желтым. Так, голубого у нас больше пока не будет. Голубой будем тянуть вверх. Поэтому ставлю маркер. Напоминание, что мне голубую нитку нужно будет перекручивать. 4-й ряд. 2 петли желтого цвета. 3 оранжевых петли. Что хочу вам показать. Вот смотрите. Оранжевый у меня на указательном. Желтая на среднем. То есть мы желтую тянем влево. И когда нечетное количество петель, я вот эту основную нить, которой буду вязать, я ее не отсюда беру, а не перекручиваю. Беру вот отсюда сразу. 1, 2, 3. Нечетное количество я вяжу так. И тогда у меня нитки не перекручиваются. Вот, и я убираю оранжевую. Теперь 12 желтых. Так, 2 петли бордо. Значит, чтобы у меня они хорошо легли, четное количество я беру вот так. И желтую убираю. Так, за 4-й изнаночный ряд соединяем. Теперь бордо нам нужно поставить над вторым столбиком.
Закрыли оранжевым. И оранжевый нужно поставить над первым желтым. Так, следующий ряд. Одна желтая, 2 оранжевых петли. Но мы должны с голубым перекрутить, не забыть. Смотрим. Возвращаем голубой обратно. Провязываем одну петлю оранжевым, но желтую нам нужно тянуть. Двенадцать желтых. Так, давайте экспериментировать. 3 бордо. 3 петли нечетное количество, значит, я захожу сразу спереди. 1, 2, 3. Видите, нитки не перекрутились. Вставляю и одну петлю желтым. Вот, тут главное вот не ошибаться в рядах. Так, здесь мы зацепились. Вот теперь следующий ряд. Теперь бордо тянем и устанавливаем над третьим столбиком. Заканчиваем 5-й ряд. Желтую должны поставить вот здесь. И последнюю петлю закрыть оранжевым цветом. Так, 6-й ряд. 2 оранжевых. С голубой надо перекрутить обязательно. Так, смотрим, куда голубую. Отправляем обратно. 2 оранжевых. Оранжевый тоже отставляем. И вяжем 10 желтых. Пять бордо. Как я говорил, нечетное количество я беру сразу вот таким образом. 1, 2,
3, 4, 5. Вот. И как видите, нитки не перекрутились. Убираем. 2 петли желтым. Так, вторую петлю возьмем. Ну вот, чтобы вам было более понятно, значит, это центр, и от центра одинаковое количество идет. Вот одна, от нее 2. Вот они 2. Значит, вот сюда цепляемся. Надеюсь, понятно, да, я рассказываю, что вот эта петля центральная, вот в этом ряду. Можно по рядам посчитать. И вот от этой центральной 2 влево и 2 вправо. Так, закрыли мы бордо, и теперь нам нужно бордовый цвет поставить над 4-м столбиком. То есть провязать 5 петель желтым цветом. Вот 1, 2, 3, 4, 5. Ну, вот она встала над 4-м столбиком. Дальше закрываем желтым. Ну и как вы понимаете, желтый надо передвинуть на 1 петлю. Так, 7-й ряд. 1 петля оранжевая. Больше у нас оранжевых здесь пока не будет. Значит, эту оранжевую мы должны протянуть в левую сторону. Еще вдобавок должны голубую перекрутить. Вот мы 2 петли, 2 нитки берем и перекручиваем. Так. Теперь голубую убираем, а оранжевую будем тянуть в левую сторону. Вот, нам нужно теперь провязать 7 желтых. Вот 1, и нужно провязать теперь 7 бордо. Так, бордо отставляем. Желтым цветом вяжем 4 петли.
Так, закрыли бордовый цвет. И нужно протянуть и поставить над третьим столбиком. Так, это мы с вами закончили 7-й ряд. Теперь что сделать нужно? Вот эту оранжевую немного подтяните. Сильно не затягивайте, потому что иначе у вас вот эта петля уйдет. Вот. Ну, вот так у нас пока получается. Так, 8-й ряд. Чтобы не забывать, вот чуть не забыла. Значит, нужно с голубой перекрутить. Так. И голубую обратно. 5 желтых. 2, 3, 4, 5. Вот видите, оранжевый выглядывает. Можно еще чуть подтянуть. Так. 7 бордо. Семь желтых. Так, смотрим, где у нас оранжевый. Надо перекрутить. Так. И обратно. И вот где одна оранжевая, вот там соединяем. Бордо ставим над вторым столбиком. Девятый ряд. 3 желтых. 1, 2, 3, 5 бордо.
10 желтых. Одна петля оранжевая. И вот эту оранжевую нужно поставить над первым желтым. Бордовый цвет протягиваем на одну петлю. Десятый ряд. Добавляем еще одну желтую. Три бордо. Двенадцать желтых. Две петли оранжевым. Желтая центральная. Оранжевую над вторым столбиком ставим. Бордовый протягиваем на один столбик. Одиннадцатый ряд. Одна петля желтого цвета. Две бордо. Значит, берем все нитки. Перекрутили. Голубую убрали. И еще одну бордовую провязали. Бордовую отставляем. 12 желтых. Три оранжевым. Одна петля желтая.
Оранжевую устанавливать над третьим столбиком. Двенадцатый ряд. 2 петли бордовым цветом. Десять желтых. Бордо отставляем. Теперь мы голубой цвет в 12 ряду тянем в левую сторону. 10 желтых. Так, сначала перекручиваем, голубую убираем. Две петли провязываем без перекрутки. Третью перекручиваем и голубую назад. Так, сколько у нас тут? 7 уже. И назад. Но, как я говорила в первой части, голубую надо теперь раскрутить с желтой. Так, теперь нам нужно 5 оранжевых. Эти две укладываем нитки. Так, оранжевый убираем. Две желтых. Оранжевую должны поставить над 4-м столбиком. Заканчиваем желтым.
Так, голубой нитки у нас здесь нету. Маркер можно убрать. Так, теперь вот эту голубую немножко подтяните. Проверьте натяжение, но сильно не затягивайте. Так, 13 ряд. Одна бордо есть. 7 желтых. Семь оранжевых. Три желтых. Одна петля голубого цвета. И голубую нитку протягиваем на одну петлю дальше. Закрыли оранжевый. И оранжевый тянем до третьего столбика. Четырнадцатый ряд. 4 желтых. Семь оранжевых. Пять желтых. Две петли голубым цветом. И вот у нас здесь 3. И вот так соединяем. Дальше голубой не тянем, оставляем на месте. Так, провязали. И чтобы не путался, голубой возвращаем.
Закрыли оранжевый. Оранжевый мы тоже не тянем. Оставляем на месте.